Привет! Думаю, ни для кого не секрет, что компания Huami, производящая на свет носимые устройства для спорта и здоровья под брендом Amazfit, является изготовителем самого популярного фитнес-трекера Mi Band для компании Xiaomi. И это происходит с самых истоков его появления в линейке гаджетов китайского гиганта. Но помимо всего прочего, у Huami есть и собственные фитнес-браслеты, про один из которых речь и пойдет в сегодняшнем видео. Это новый Amazfit Band 5, который представляет из себя не что иное, как немного доработанный Mi Band 5-го поколения. Поставляется браслет, можно сказать, в одноразовой упаковке. Если один раз ты ее открыл, то обратно закрыть как было уже не выйдет. Внутри тебя встречает само устройство, зарядный кабель с магнитной док-станцией и мультиязычная инструкция по эксплуатации. Сам браслет, как и все подобные гаджеты, состоит из капсулы и съемного ремешка. Для того, чтобы достать корпус, нужно аккуратно его выдавить из кольца браслета. Хотя по-хорошему лишний раз вынимать капсулу нет необходимости. Как, к примеру, это надо было делать для осуществления зарядки Mi Band прошлых поколений. На задней стороне снизу находятся два контакта для присоединения зарядного кабеля, а в центре тыльной части немного выпирает блок датчиков измерения пульса и оксиметра. Красный отвечает за кислород, зеленый за частоту сердечных сокращений. Сам по себе браслет очень легкий и весит всего 24 грамма, а его габаритные размеры по длине и ширине составляют 47 на 18 мм при толщине в 12. В браслете из коробки сразу присутствует русский язык. Его надо выбрать на стартовом экране и затем скачать приложение ZEP, после чего уже можно приступать к сопряжению гаджета со смартфоном. В разделе «Профиль» нужно добавить новое устройство, после чего выбрать Amazfit Band и подключить. Далее начнется процесс обновления. На лицевой стороне капсулы красуется AMOLED-дисплей диагональю 1,1 дюйма и разрешением 294 на 126 точек. Плотность очень хорошая, оттого на циферблате, как и на самих иконках меню, отчетливых пикселей на скруглениях разглядеть не удастся. Несмотря на AMOLED, функцию Always On Display браслет не поддерживает. Сами watchfaces можно менять, зажав пальцем на несколько секунд главный экран. Максимально доступно для выбора 5 видов, 2 из которых постоянные и удалить их с устройств нельзя, а 3 оставшихся можно менять, закачивая новые из магазина циферблатов. Там их очень много на любой вкус и цвет. В основном меню браслета имеется 11 пунктов, плюс подменю дополнительно. В приложении можно изменить их порядок, а также отключить ненужные. Войти в главное меню можно принудительно активировав экран, для чего необходимо коснуться подэкранного сенсора. Навигация по нему происходит свайпами вниз или вверх. Помимо всего прочего, если провести пальцем по экрану слева направо или наоборот, можно листать виджеты быстрого доступа. Добавить дополнительные пункты или поменять их местами можно также в программе ZEP. Например, я сразу же добавил туда управление музыкой, погоду и уведомления от приложений. Последние, кстати, приходят корректно и с правильными иконками, но вот что мне совсем не понравилось, так это очень мелкий шрифт. Пока прочтешь что-то на экране, можно реально сломать глаза. В браслете поддерживается 11 спортивных активностей, такие как бег на улице, беговая дорожка, велосипед, велотренажер, ходьба, арбитрек, грибной тренажер, йога, скакалка, плавание в бассейне и свободная тренировка. Что касается уличных активностей, то координаты GPS браслет берет с телефона, собственного модуля в нем нет. Измерение пульса и показания оксиметра в сравнении с другими часами примерно одинаковые. Датчики, если и врут, то не очень сильно. Понятное дело, это не медицинский прибор, и измерение этих показателей носит сугубо информационный характер. Помимо основных измерений, при желании можно активировать постоянный мониторинг стресса, а также посмотреть статистику по сну. К слову сказать, с браслетом спать удобно. Как я уже говорил в начале, он легкий и на руке практически не ощущается. Данные выводят относительно правильный и лишнего в моем случае ни разу не прибавил. Amazfit Band 5 может автоматически определять активность, если активировать данный пункт в меню настроек. При таком раскладе он будет понимать, когда ты, к примеру, вышел на прогулку и начнет измерение показателей для активности ходьба. Из дополнительных функций мультимедиа, как я уже говорил, с браслетом можно управлять музыкой в плеере смартфона, воспроизведением на YouTube, и отдельно есть возможность удаленно активировать спуск затвора камеры. Установить будильник можно только со смартфона, а в самом меню браслета включить или выключить. Для настройки также доступна яркость дисплея, а время его активности ограничено максимальным интервалом в 10 секунд. Помимо всего прочего, с браслета удаленно можно активировать беззвучный режим в смартфоне. В меню дополнительных настроек для энергосбережения, ну и для индивидуального расписания можно задать интервал, в который браслет перейдет в спящий режим, либо дать ему возможность самому определить этот промежуток времени в автоматическом режиме.
Также в большей степени для информативности в меню браслета имеется пункт «Мировое время», в котором можно узнать то самое время в различных часовых поясах. Для людей, которые часто летают, думаю, подобная опция будет полезной. По вопросу автономности у браслета показатель хороший. За все время использования, а ходила с ним в общей сложности около 3 недель, зарядил я его всего 2 раза. Да и то первый был только потому, что из коробки дисплей показывал около 60%. Внутри установлен аккумулятор на 125 мАч, и при среднем использовании с постоянным мониторингом пульса и сна его по идее должно хватать на дней 10, но тут еще смотря что будет дополнительно использоваться и сколько уведомлений тебе будет приходить. Ну и теперь, очевидно, ты можешь задать мне резонный вопрос: а в чем смысл этого браслета, когда есть Mi Band 5? И вот в какой-то степени вопрос и правда интересный. Дело все в том, что самое главное отличие и фишка данного девайса, помимо измерения кислорода, это поддержка голосового ассистента. Но ассистент этот в нашей стране не работает. Amazon Alexa имеет наибольшее распространение в Соединенных Штатах, в принципе для рынка которых он и выпущен. А вот у нас в России коллаб хотя бы с той же Алисой из Яндекса был бы весьма уместным, но, к сожалению, пока эта функция мертва, и не факт, что другого ассистента запустят в этот браслет. Оттого у нас и остается лишь не такая большая разница между этими двумя браслетами в виде одной дополнительной функции – измерения кислорода в крови. Во всем остальном же по характеристикам и внешнему виду это обычный Mi Band 5. Ну а на сегодня у меня все. Спасибо тебе за просмотр, отдельно за лайк и комментарий, и увидимся в следующих видео. Пока-пока.